Пещера охраняема, а вход платный. Хотя стоимость, конечно, символическая. Для взрослых 3 лева, для детей 2. Но куда больше я переживала не за стоимость, а за то, что могу не успеть попасть до закрытия. Летом она открыта до 20:00 вечера, а вот зимой всего до 16:00. Но вот на Google картах этой пометки нет, поэтому летела я к пещере на всех парах. Я прибыла на парковку без 15:04 и уже готовилась ругаться с охраной, но, к моему удивлению, охранника на месте не было. А если быть точнее, то вообще никого не было, хоть волком вой. Ни продавцов сувениров, ни туристов, никого. Только мы и прекрасная пещера. Итак, встречайте, пещера Девяташка. Бывший секретный военный объект, киногерой, археологическая и природная достопримечательность. В общем, сэкономив целое состояние на оплате за вход, движемся дальше. Чтобы попасть внутрь Девяташки, нам вначале нужно перебраться через реку, которая отделяет пещеру от Большой Земли. Кстати, речка эта называется Осам, что в переводе означает 8. Ну а само название пещера получила в честь ближайшего населенного пункта Девятаки, что переводится как 9. В общем, с фантазией при выборе названия в те времена было не густо. Не хватает еще какой-нибудь скалы семерочки и озера Десяточки. Сейчас переправиться через реку несложно, так как 10 лет тому тут появился широкий капитальный мост. Ну вот вроде бы мост как мост, если бы не одна особенность. На обратной стороне моста нас встречает никто иной, а Сильвестр Сталлоне. И сразу возникает вопрос, а что это он тут делает? В этой пещере снимали фильм «Непобедимый». Ну не весь, а отрывочки. Правда, стоит отметить, что пещера использовалась как декорация ко многим фильмам, но именно «Непобедимые 2» устроили в Болгарии шумиху и оставили свой след в истории пещеры. Начнем с хорошего. По сценарию фильма пещера играла роль тайной албанской шахты с плутонием. В сценарии внутри пещеры предполагалась массивной декорации, а значит потребовалось возвести капитальный мост, с чем, собственно, команда Сталлоне оперативно справилась. Минус 1,5 миллиона евро из бюджета фильма и мост готов. Ну а плохая сторона этой истории состоит в том, что строительство и съемки штука громкая. В пещере работали прожекторы и строительный инструмент, ездили машины, звучали выстрелы и взрывалась пиротехника. Все бы ничего, если бы пещера не была заповедной зоной, в которой обитают десятки видов млекопитающих и птиц. Более того, Девяташка является одним из 3 самых важных подземных мест обитания летучих мышей в Европе. Колонии достигают более 30 тысяч зверьков в общей сложности 15 видов. Для обеспечения беспрепятственного размножения этих чувствительных млекопитающих в период их спячки с ноября по апрель пещера частично закрывается для посетителей. Любое пробуждение и полет в этот период может привести к смерти мохнатиков. Поэтому желательно, чтобы их не беспокоил ни шум, ни свет. И как раз в этот период, в 2011 году, тут проходила активная фаза съемок.
новый самолет. А девяташке после этого понадобился отдых. Как вы сами понимаете, пошумел здесь Сталлоне знатно, из-за чего популяция летучих мышей за время съемок уменьшилась до 10 тысяч, что стало основой для многих скандалов и судебных разбирательств. Правда, за пару лет популяция мышек восстановилась, но осадочек, как говорится, остался. А еще остался мост и огромная пиар-компания, которая теперь привлекает в пещеру толпы туристов. Высота сводов девяташки составляет 60 метров, площадь около 20 тысяч квадратных метров, а длина и вовсе более 2,5 километров. Такие размеры делают ее одной из самых больших пещер в Болгарии. Ее габариты реально потрясают воображение. Конечно, видео не передает этих масштабов, но поверьте, она просто огроменная. Первым делом, войдя в девяташку, вы попадаете в большой арочный светлый зал, который открыт для посетителей круглый год. Вдоль левого края пещеры протекает небольшой подземный ручей, который отгорожен от туристов простеньким деревянным заборчиком, вдоль которого для удобства установлены скамейки. Ручей не заканчивается в основной галерее, он устремляется дальше вглубь девяташки. Но увидеть эту часть пещеры вы не сможете. Все ответвления от основного зала закрыты для посещений. Формально существует график, в какие месяцы эти галереи доступны к посещениям. Но, судя по отзывам на Google картах, в какое бы время года вы ни приехали, всегда натолкнетесь на заградительные таблички. Похоже, туристы так уже надоели местным летучим мышкам, что было принято решение всеми правдами и неправдами не пускать посетителей в темные залы пещеры. Так что из всех 2,5 километров пещеры к осмотру доступны лишь первые 250 метров. Но благо и здесь есть на что полюбоваться. Первая часть большого зала имеет возвышение, на которое можно взобраться. Там, если пройти сквозь кирпичную арку, вы попадете в отдельный темный зал, который имеет мистическое название – алтарь. Ничего не видно? Ладно, включаем магию. Не идеально, но уже получше. Здесь во время археологических раскопок были найдены некоторые из самых интересных находок неолита на болгарских землях. Исследования показывают, что пещера использовалась людьми почти во все эпохи и впервые была заселена еще в среднем палеолите. Только вдумайтесь, 70 тысяч лет до нашей эры. В подтверждение этого в пещере найдены многочисленные кремниевые скребки, наконечники стрел, украшения, идолы, глиняная посуда и кости доисторических животных. Одной из самых замечательных находок является обнаруженная в этих землях первая неолитовая могила и часть глиняного сосуда, расписанного белыми свастиками. Да-да, вам не послышалось. 8 тысяч лет тому назад местные жители уже вовсю использовали свастику. Я, кажется, начинаю догадываться, отчего Адольфович так обожал всякие археологические раскопки. На основании найденных здесь других предметов можно судить, что в римскую эпоху пещера, вероятно, функционировала как святилище, а в более поздние времена в основном использовалась как убежище. Еще одной изюминкой алтаря являются загадочные круги на земле, на которых путники выстроили целый лес каменных пирамидок. Существует даже легенда, что пещера является базой инопланетян, которые используют ее для сокрытия от людских глаз и любопытных взоров своих летающих тарелок. Но реальность, конечно же, более примитивна. Во времена социалистического прошлого пещера использовалась как тайный военный объект. Сюда была проложена железная дорога, и на этих кругах размещалось 15 огромных цистерн с топливом. С воздуха этот склад было не заметить, а толстые каменные своды над головой надежно защищали хранилище. После окончания тоталитарной эпохи в течение 5 лет все оборудование было демонтировано и вывезено. Теперь об этом периоде нам напоминают лишь эти таинственные круги, да разве что тот арочный туннель, через который мы проникли в алтарь. Но вернемся в основной зал. Он является очень просторным и в солнечный летний день просто залит светом. Все из-за главной изюминки пещеры – 7 огромных круглых отверстий в потолке, которые образовались миллионы лет тому вследствие частичного обрушения потолка. Благодаря этим окнам местные жители прозвали пещеру Окната, в переводе «окна»,
А еще девяташку часто называют зеленой пещерой. Проникающий свет и чистая вода создают здесь особый микроклимат. Тут сохраняется комфортная температура даже зимой. Растения растут внутри буквально круглый год. Но, конечно, максимального шарма девяташка приобретает поздней весной, когда природа полностью раскрывается и деревья покрываются зелеными листьями. В светлой части пещеры обрели свой дом несколько видов птиц, в том числе ласточки, которые в теплое время года любят нарезать круги по просторным коридорам девяташки. А еще эта пещера славится тем, что она имеет самый большой купольный пещерный зал. Вы только представьте, в этом зале можно поместить знаменитый собор Александра Невского, о котором я вам рассказывала в видео про Софию. Огромный зал и здоровенные окна подарили еще одну забавную байку. Якобы много лет тому один болгарский ас залетел в пещеру на легком спортивном самолете сквозь самое большое окно, сделал внутри круг и выпорхнул через вход. В самолет я, конечно же, не верю, но с дроном провернуть такой финт удалось. Пещера очень красивая, и на самом деле она выглядит как декорация к фильму. Когда бродишь в одиночестве по пещере, то постоянно не покидает ощущение, что ты находишься в каком-то затерянном мире. Вот-вот из-за угла появится динозавр, или в темном рукаве пещеры вспыхнут пылающие глаза, и огромный дракон осветит стены тоннеля своим пламенем. Я, конечно, не частый посетитель пещер, но то, что девяташка окажется настолько красивой, я даже не представляла. Пещеры с большими сводами, подземной рекой и огромными окнами – все это придает месту необычайный шарм. В качестве итогов хочу обратить ваше внимание на одну особенность наших сегодняшних пещер. Посещать их необычайно легко и комфортно. Как правило, когда мы говорим про пещеры, на ум приходят узкие темные лазы, сталактиты и фонари. Эти же две пещеры разительно отличаются от всего, что я видела раньше. Они светлые, огромные и во время посещения не щекотят душу адреналином, а наоборот, внушают какое-то спокойствие и умиротворение. Каких-либо приступов паники или клаустрофобии тут точно не предвидится, поэтому можете смело отправляться в это путешествие даже в компании детей. Малышам здесь однозначно будет интересно.